в большой семье. У нас 5 детей. Я посерединке третий. Старшая девочка и потом 4 мальчика. Вот я второй из 4. Немножко непривычно, что вот там самому младшему брату скоро 25 исполнится. Все привык, что маленький. Взял, вырос. Мама, как и папа, закончили мехмат МГУ. Но у мамы была такая еще страсть, любовь, классическая музыка. Она не растила из нас профессиональных музыкантов с детства. Отдала нас просто в обычную музыкальную школу. Я следовал за своим старшим братом, который старше меня на 2 года. Он в 3 классе, что ли, музыкальной школы выиграл какой-то музыкальный конкурс. О нем написали в местной газете, сняли его для местного телевидения. Ну, я увидел, вот он, путь к славе, простой и понятный. Если говорить о том, что для меня Москва, конечно, это был такой пазл. И, наверное, самым главным куском этого пазла были эти места. Тверской бульвар, Большая Никитская. Совершенно жизнь поменялась после поступления, потому что из такого домашнего мальчика превратился в обычного студента. Вон там за углом была курилка. Здесь всегда было много студентов. Все самые интересные разговоры проходили здесь, а не в стенах. И все было здорово. Единственный, наверное, минус, что на музыку времени стало оставаться очень мало. Вообще, конечно, сыграть в большом зале консерватории – это такое большое достижение. Мне удалось это сделать несколько раз. Еще в школе играл сольные выступления, потом учась в училище в камерных ансамблях 2 раза играл. Когда в Москву приехала дочь маминой подруги, очень близкой, она здесь вот проводила выходные, и когда кто-нибудь приезжал сюда, была такая традиция, что кто-нибудь составлял какой-то такой культурный досуг. Вот. Ну и когда старшая, соответственно, дочка приезжала, Никиту отправили, а когда средняя, то меня. Вот. Ну и все-таки по такому поводу в рюмочную не поведешь. И вот пошли в кофеманию, как-то показать вот эти вот места. Потом получилось, что она стала моей женой и мамой моих 2 детей. К 3-му году я понял, что момент истины, в общем-то, наступает. И я сумел себя переориентировать, я очень много работал в тот год, выучил много новых произведений, старые довел до ума, сыграл с оркестром 5-й концерт Бетховена, подготовил большую программу на рахманиновский конкурс, который проходил в мае. И, в общем-то, это был успешный очень год. Я не планировал добавлять оборотов, планировал 4-й и 5-й курс только прибавлять. Но в июне в мою жизнь вошел покер.
Серега, Обещали, он что-то не верил. вот ты уже очень много лет в топе в свою дисциплину. Зачем ты вообще играешь в покер? Как тебе удается сохранить эту мотивацию на протяжении уже скольки, 10 лет? Да, 9 лет будет через месяц. Мотивацию. Я даже как-то мне не приходится себя мотивировать. Мне это интересно. И покер, конечно, удивительная игра, которая, ну вот до сих пор же еще компьютер не обыгрывает человека. То есть глубина ее потрясает при относительно простых правилах. Собственно, почему, наверное, покер такая популярная игра. И я все время в ней узнаю что-то новое, двигаюсь дальше. Ну и это какой-то такой, да, какой-то квест, который пока выглядит бесконечным, потому что не могу сказать, что у меня непосредственно мотивация всегда именно денежная. Но мне хочется быть, по крайней мере, одним из лучших. Покерные деньги отличаются от обычных? Я вообще думал о том, почему покерные игроки очень много вообще рассказывают там о своих достижениях и именно говорят о деньгах. Потому что, когда мы выходим из покерного мира, нет такого, что люди постоянно делятся информацией о своих зарплатах. Если меня спросят, сколько зарабатывают мои непокерные друзья, я про большинство ничего не смогу сказать. Ну, какое-то приблизительно, но про некоторых могу даже достаточно сильно ошибиться. Вот. Но потом, в принципе, я понял, что это объяснимо, потому что, а как там еще, у нас деньги — это мерило успеха, от этого никуда не денешься. Как ты переживаешь даунстрики? Тяжело, и по большому счету, пока я его не пережил, у меня такое пониженное какое-то самочувствие. Ну, то есть я хуже себя... Мне сложно вот просто выключить компьютер и наслаждаться жизнью, если у меня не складывается. Я достаточно большое этому значение придаю. Поэтому обычно, когда мне не складывается, я просто очень много работаю. Но очень много играю, потому что я понимаю, что все равно я там много радости окружающим сейчас не доставлю за пределами вот этого покера. Поэтому я вот его пытаюсь как можно скорее переломить. Все, выдохнул, живем дальше. А как ты работаешь над своим психологическим состоянием внутри вот этого падения? Успокаиваешь себя как-то, делаешь какие-то вещи, которые ты любишь делать? Я проговариваю вот про себя какие-то элементарные истины, что такой род деятельности. Ну, я себе вообще пытаюсь объяснять иногда, что это не я и компьютер, и больше никого нет, а что это такие же люди. Вот. Ну, а если вживую, так и компьютера нет. Что это такие же люди, и каждый из них хочет выигрывать. Вот мы играем. Я не уникальный здесь. И, в общем-то, изначально не предписано так, что я должен выигрывать, а они все должны проигрывать. Такого же нету. А как ты себя ведешь в волынах? Ты болеешь за карты или просто как сторонний наблюдатель смотришь, как они выкладываются? Всегда болею. Ну, я думаю, что сродни Мише Иннеру, как он вот в своих стримах выкрикивает нужную карту, ну, не всегда вслух, но мысленно да. И поэтому у меня никогда, даже когда я играл много столов, они не располагались стопкой, я всегда видел их все, потому что в волыне надо болеть там. Люди, которые потом могут посмотреть, что там вышло, я не понимаю, как так можно. Ты должен в моменте работать, болеть. Ну, я просто еще много шуток на эту тему, потому что я действительно вся болею. И поэтому всегда очень сердился на людей, которые в волыне карты закрывали, потому что они мне портили весь кайф. Ты заработал достаточно приличные деньги в очень молодом возрасте, но при этом в этот момент у тебя уже была девушка, и, по сути, получается, у тебя не было какого-то этапа, в котором ты был плейбоем, который там бегает по клубам, ездит на дорогих тачках и просто наслаждается жизнью. Представлял ли ты когда-нибудь некую альтернативную реальность, в которой ты молодой, холостой и веселый повеса? Ну, конечно, представлял. От этого сложно деться. Тем более, действительно, мы с Диной, с моей женой, вместе с 18 лет. И, конечно, все равно прошли за это время какие-то разные периоды и сложности, от этого никуда не деться. Там, в 25 у меня был какой-то такой прям кризис, когда мне казалось, что что-то... Я как-то слишком крепко встал вот на эти рельсы понятные, которые ведут, там, ну, пенсия, это я имею в виду в таком широком смысле, не в смысле денег, к пенсионному возрасту.
представлял, но я не знаю, каким бы я был повесой и плейбоем. Честно говоря, не уверен, что прям это мое. Хотя, мне кажется, что в плане вот речи, каких-то шуток я неплох. Ты находишь вообще счастье в моменте, в каких-то простых вещах? Да, конечно. И вот я очень люблю вот какие-то вещи, вот прогулки с дочерью, например, до школы, из школы. То есть это для меня не какая-то обязанность такая неприятная, а это то, что я люблю. Какие-то всегда интересные темы могут возникнуть. Но я не очень умею растворяться в моменте. У меня, так скажем, вот очень сильное все время взгляд на себя со стороны. Вот я почему-то всегда хочу это оценить. И это иногда мешает вот просто насладиться моментом, вот раствориться в нем и все, вот так выдохнуть. Круто. Нет, ты как бы еще ты анализируешь, почему это круто. Вот. И это оно немножко бывает назойливым, но так я устроен, видимо. Что такое счастье? Наверное, настоящее счастье для меня именно моменты, когда я могу все-таки как-то себя и контроль над собой убрать, а раствориться в моменте. Счастье – это когда человек радуется жизни или еще чему-нибудь. У человека все хорошо в личной жизни, и если человек работает, то на работе. Ты вообще хороший человек? Да. Человек Ну так, объективно. объективно, да. А что в тебе хорошего? Ну, мне кажется, желаю другим людям вокруг себя добра. И я готов этому содействовать в меру сил. Мне, например, сложно отказывать людям, когда они о чем-то просят. Это, кстати, это не то, чтобы я себе прям в заслугу ставлю. То есть какой-то человек, наверное, такой гармоничный, он должен и отказывать уметь нормально. Ну, есть некоторые качества, которые как бы сложно отнести в какой-то, ну, например, даже не тщеславие, но какое-то такое, это честолюбие, вот, честолюбие. Сложно сказать. Когда я был буддистом, мне казалось, что не было ни хорошо, ни плохо, а просто вот как Есть? просто есть, да. Вот как, что я не выбирал покер, я не выбирал то, это вот просто все твои события в жизни, они идут из предыдущих, а изначально просто из-за того, где ты родился, где ты оказался, и ты не властен над этим. В этот момент мне как-то был вообще совершенно другой взгляд, но в этом сложно пребывать долго, и не очень понятно, как воспитывать детей, то есть так как традиции нету воспитания детей в стиле буддизма, ты все равно как-то вот в этих хорошо и плохо рамках воспитываешь. И они читают сказки, там у них есть хороший и плохой, и Зоя чего-нибудь спрашивает, а он хороший, а он плохой, и все дети так спрашивают. И тут сказать, да нет, да ты понимаешь, ну просто мы все такие, какие мы есть, и так мы ничего не решали, это сложно, я не уверен, что это нужно. Что называется словами настоящий мужчина? Кого можно так сказать? Настоящий мужчина? Во-первых, это, по-моему, человек мужественный. Нет, не человек, а мужчина. Мужественный. Настоящий мужчина, ну, вот, который, во-первых, не лжет, наверное, ну и который мужественный. Ну и вообще, как бы, быть добрым по отношению к близким. Как бы все время относиться ко всем с уважением. Кто такой настоящий мужчина? Мне кажется, выдуманное понятие. А есть какие-то принципы, которые ты в жизни выработал и стараешься следовать? Нет, это я слабый человек. Принципов нет. Ну как? То есть бывает, что, но почти нет принципов, которым бы я следовал как бы железно. Есть принцип, которому я не следую и считаю, что надо следовать. Быть более ответственным в отношении того, что ты говоришь детям своим, обещаешь. То есть не нарушать этого. К сожалению, вот такое немножко
неустоявшийся вот график игрока в покер, он иногда этому мешает. И тут нужно иногда быть жестче по отношению к себе. Расскажи, кем ты хочешь быть? Я вообще хочу быть пианистом. Но если мне там что-то будет не получаться, то, наверное, физиком или математиком. Хочу быть близким другом своих детей. Мне 9,5 лет.